Павлопель. Слава в отличной форме, потому что ходит писать молодых и упругих натурщиц. Но не совсем упругих, бывает, что и рыхлость интересна, и натурщицы с огромными возможностями, и пожилые характеры меня привлекают. Дело, конечно, вы правы. Конечно, мы все ходим рисовать упругих натурщиц молодых, чтобы просто насладиться формой. Некоторые, я заметил, даже не очень-то рисуют, а просто вот пялятся и так вот делают вид, что они рисуют. Приходят мужчины в основном. Приходят, чтобы, ну, как одна сказала мне, я спросил, тоже в Калифорнии было, это был мой первый семинар в Америке в 2016 году. И я задал вопрос перед семинаром, зачем вы все приехали, и каждый по очереди отвечал. И одна женщина говорит, чтобы вот на это время семинара уйти из дома. Честно очень. То есть ни о какой живописи, ни о каком искусстве, мастерстве, просто уйти из дома. Ну, это нормально. Так что мы ходим, конечно, рисовать натурщиц, чтобы уйти из дома и побыть 3 часа в среде красивых, молодых, упругих моделей. Epic Punch. На чем вы пишете маслом малые этюды? Я люблю писать на картоне, который грунтую водоэмульсионной краской. На холсте покупаю рулонный холст, режу на кусочки, приклеиваю малярным скотчем, такими узкими полосками, к основе. Основа – это вспененный полистирол с бортиками. Холсты рулонные обычно загрунтованы акриловым грунтом, я их подгрунтовываю водоэмульсионной краской. Латексная водно-дисперсная краска. Дулукс я использую. Но можно и другой. Ольга 709. Как у вас на канале найти нужное видео? Живописи вашей я пересмотрела много, она прекрасна, спасибо большое. Но мне сейчас нужно посмотреть, как вы крепите рамки. В них вы очень красиво подобрали цвет к работам. Подскажите, как его найти. Я думаю, что на любом сайте, на YouTube-канале, на любом абсолютно есть плейлист. Вот куда бы вы ни зашли, тыкайте плейлист. И там вылетают меню, под меню. То есть папки, грубо говоря. Полистайте. В этих папках вы найдете папку «Лайфхаки». И там прям первый же 63-й урок под цифрой 63, как я делаю рамы. Не торопясь, вообще полистайте эти плейлисты и посмотрите, что там есть. Там много чего есть интересного. Не только наши беседы, но и интервью, и походы в музеи, какие-то такие обзоры, которые я делаю. В общем, посмотрите, это будет полезно и интересно. Спасибо. Ниламбарард 2039. Есть ли точное название у этого полистирола, где купить можно? В Леруа Мерлен, откосы такие для подоконников, вспененный полистирол. Либо просто в интернете наберите вот это мудреное слово и найдете фирмы. Но там большими листами они продаются. Толщина 5 миллиметров. Из него я делаю кассетники для переноски мокрых живописных, маслом написанных работ. Виенс Наталья 8232. А есть ли разница для вас в материалах по качествам? Считаете ли вы, что, например, акварельная картина не может стоить дороже масляной? Разница по качествам в материалах огромнейшая. Всегда используйте профессиональную линейку, что касается масляных красок, да и других. Потому что в дешевых, непрофессиональных сыпят много ТиО2, диоксид титана, такой белый порошок, который, кстати, и в питании употребляется. Стало быть, количество пигмента уменьшается. И получается так, что берете цвет, зачерпываете много краски, смешиваете, например, с белилами, а цвета нет. Но такое бывает. Так что я за профессиональные линейки, за профессиональные. Может ли акварельная картина стоить дороже масляной? Думаю, может. Ну, Сальвадор Дали, например, акварели. Я думаю, что стоит дорого. Недавно мы ездили
с бандой нашей в Чистополь. И, будучи на пароходике, мы рисовали, Бато меня рисовал, я его. Потом обменялись. Для меня это очень дорого. Его акварельная работа. Он написал мой портрет. И то, как он писал, снимала девушка одна. И я постараюсь через какое-то время вам показать, как это делалось. Дороже она, чем масляная или нет, не знаю. Но для меня она дорога, потому что ее написал маэстро. Мой портрет, мне было очень приятно. Ну, если взять за формулу такую объективную, что изображено имеет значение, да, вот что, да еще и как изображено имеет значение, то техника, я думаю, не важна. Люди делают вот эту ранжир такой, акварельная дешевле, масляная дороже, потому что бумага, потому что графика. Ну, вы можете себе представить работы Леонардо или Рафаэля? Наверное, они стоят баснословные деньги, так что все может быть, я считаю, так. Вчера оставил комментарий под видео на YouTube Роман Шернего. Я был у него в гостях в Германии, мы вместе писали, и хочу вам показать некоторые работы того времени. И там был один забавный случай, вы сейчас все увидите, было весело очень. Ты понял? Вот так вот, блядь. Мы писали на речке, не помню, как называется, Рейн, что ли. И я просто снимал окрест, и у него грохнулся этюдник. В этот момент у меня камера была включена, и вот я заснял вот это действие. У него провалились кисточки там вниз, через щели в этой палубе. Блядь, ты посмотри, что. Лучше будет даже. Покажи. Вообще класс. Что там классно? Прикалываешься? Не. А всегда падает, лучше становится, обобщается. Друзья, лайки не забывайте, это же не трудно. Канал-то нужно развивать, а без вас я никак. И вопросы, комментарии, вопросы.